Здравствуйте, друзья! В этом видео я буду сравнивать белорусские и литовские продукты. Если вам интересна эта тема, продолжайте смотреть это видео. Сегодня на завтрак я готовлю два блюда – сырники и запеканку. Сначала я готовлю тесто как для сырников, то есть смешиваю яйца, соду, творог и сахар. Как готовить сырники, смотрите в моем видео Cooking Russian Dish. Чтобы приготовить запеканку, в это тесто я добавляю 2 столовые ложки сметаны и 2 столовые ложки манки. Внимание! Манка заменяет муку. Тесто должно быть жидким, но не слишком. Теперь по просьбе зрителей моего YouTube-канала я расскажу, чем белорусские и литовские продукты отличаются по цене и качеству. Здесь вы можете видеть продукты и их стоимость в Беларуси и Литве. Литовские сайты я открывала через переводчик Google Chrome, поэтому названия продуктов вы можете видеть на русском языке. Мои знакомые в Литве сказали мне, что самый дешевый магазин здесь это Lidl. В Беларуси самый дешевый это Европт. Так что практически все продукты и цены на них в Беларуси я брала из магазина Европт. В любом случае вы можете видеть логотип магазина на картинке с продуктом. Все товары из Беларуси, которые я вам показываю, только акционные, то есть на скидке. Потому что на сайте в интернете других нет, а поехать в Беларусь и фотографировать там в магазине я сейчас не могу. Продукты из Литвы я смотрела на сайте интернет-магазина Барбора. В описании к этому видео я оставлю для вас ссылки на белорусские и литовские продуктовые магазины. Вы можете перейти по этим ссылкам и сами сравнить цены. Но и по этим скриншотам вы можете заметить, что цены в Беларуси и в Литве почти одинаковые, несмотря на то, что все представленные продукты из Беларуси акционные, а литовские не все. А некоторые продукты на скидке в Беларуси даже дороже. Что касается вкуса продуктов, то я бы и не сказала, что есть какая-то большая разница между тем, что продают здесь и в Беларуси. Хотя помидоры и апельсины в Литве, как мне кажется, вкуснее. Выбор сыров в Литве, конечно же, богаче, и они намного вкуснее. Тунец в банке кусочками в Беларуси не найти. На банке написано, что он кусочками, а на самом деле каша какая-то. А в Литве есть нормальный тунец. Да, что касается замороженной рыбы, то в Беларуси она ужасного качества, как будто бы умерла лет 100 назад и еще 200 к нам ехала в Беларусь. В Литве есть море, поэтому рыба, конечно, хорошая. Я готова платить больше, если качество на уровне. Что касается бытовых товаров, то в Литве они намного качественнее. Одна и та же тушь Maybelline, купленная в Литве и Беларуси, это как совершенно две разные туши. Стиральные порошки, чистящие средства, зубная паста, кремы одной и той же марки в Литве качественнее, чем в Беларуси. Сегодня я готовлю белорусское национальное блюдо – драники. Картофель нужно натереть на самой мелкой терке, чтобы он был похож на кашу. Но мне жалко своих ногтей и кожи, поэтому я делала это в кухонном комбайне. Итак, у меня здесь 5 картофелин и 1 головка лука, но лучше взять 2. Просто у меня больше не было лука. Это последний. Картофель и лук натираем на мелкой терке. В миске я размешиваю чайную ложку соли, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки муки, 1 яйцо. Все хорошо перемешиваю и добавляю картофель.
снова перемешиваю. На горячую сковородку, смазанную оливковым или подсолнечным маслом, выкладываю ложкой картофель. Жарю на среднем огне несколько минут, переворачиваю и снова жарю. Ем со сметаной. Очень вкусно, но жирно. Опасно для фигуры. Сегодня я покажу вам, как я готовила борщ. Воду в кастрюле нужно вскипятить, потом добавить измельченные капусту, лук, морковь, картофель. Варю до готовности овощей. Вместо мяса я буду добавлять порезанную колбасу. Потом я добавляю измельченный чеснок, маринованную свеклу из банки, помидоры, различные специи, соль, укроп, острый томатный соус. Друзья, спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, оно вам понравилось, а эта информация была для вас полезной. Спасибо за внимание. Пока!